Сегодня у нас среда, и очень важное вечером событие будет. Трамп, начнут действовать, во-первых, пошлины, во-вторых, в 10 часов по московскому времени он там будет вещать. Может, расскажет, что еще там какие-нибудь пошлины вводит, может, наоборот, отменяет. Поэтому вечером аккуратно торгуем, стопы в безубыток. Может быть, что-то интересное будет. По поводу рынка. Вчера ничего не записывал, потому что в принципе ничего не происходило особо. Пошли вверх. И сейчас вот я смотрю, и ничего на самом деле интересного не вижу. Вчера непонятно где мы развернулись, но видимо вот это за счет вот этого вот типа сопротивления, откуда в прошлый раз продавали. Но опять же продавали, как это такая какая-то середина. Поэтому, честно, для меня вот это вот непонятно, откуда мы развернулись. Как бы, если бы сюда бы куда-то пришли, то было бы более-менее логично. Да, может, распределили бы вот это падение. И все, дальше как бы можно было бы зафиксировать лонги и брать шорты. Здесь, для меня это вот вообще неочевидный какой-то уровень. Здесь на самом деле особо ничего и не вижу. Да, опять куда-то за трендовую мы вот это вот вернулись. И что-то телепаемся. А трендовая это у нас вот такая штука. Можно, конечно, сделать по-другому и нарисовать. Сейчас я вам покажу как. Допустим, не так ее, а вот что-то вот такое. Да. И типа, что мы здесь видим? Вышли за нее, ретест, отскочили, пошли выше. Как бы такое все это. Ненадежная штука. Сейчас, на самом деле, вот сетапов никаких не вижу я, что можно было бы сделать. Поэтому переносим стопы в безубыток, кто вчера там не зафиксировал позиции, которые мы там еще в выходные набирали. Да, и сидим, ждем вечера. СМЕ у нас закрывалась где-то вот здесь. Я думаю, что и до открытия мы как бы вот где-то в этой зоне будем телепаться. Никуда сильно мы не должны убежать, по идее. Хотя очень бы хотелось вот в эту зону 91-92. Очень бы хотелось. Там и ликвидности есть, и было бы неплохо мне хотя бы там часть спота своего закрыть, потому что надоело мне уже. Хотя бы то, что там в плюсе, я бы с удовольствием бы зафиксировал. Вчера там какие-то мемкоины попадали на Binance. Да, там писали все. У меня из этого всего говна был Гиппа. Это, я так понимаю, какой-то там бегемот. Я даже не полез смотреть, он и так был в жопе там какой-то. А если еще там на 30-40% все упало, то там не сильно уже картину что-то меняет. Как бы он и так был минус 90%. С мемкоинами мне не везет, и все, я больше как бы это говно никаким образом брать не буду. Ни на споте, ни на фьючах, вообще никак. Надо держаться от этого подальше. Кроме убытков они мне ничего не принесли. Как они растут там по 100-200 иксов, я, честно говоря, не видел. Ни разу, поэтому это вот не мое вообще. Так, ладно, эфириум. Эфириум. Эфириум мертв пока. Скажем так. Вот что тоже, где вот это вот все развернулось? Где? Вот так вот. Вот здесь по этому якобы уровню тоже ни хера здесь нету. Я бы сюда бы вот пришло. Что-то хотя бы как-то логично было бы. Или сюда. Пока, правда, как бы еще и не сильно-то мы развернулись, да. Мы вполне можем сейчас уйти еще вверх. Да, куда-то. Хотя бы сюда. А еще лучше как бы сюда. Но будем посмотреть. На самом деле, если Трамп что-нибудь ляпнет сегодня, то мы можем запросто увидеть хоть сюда, хоть куда-нибудь
туда. Потому что у эфира, кто не знает, вот бывают вот такие вот палочки. Вот здесь, конечно, если вы думаете, что я никогда не теряю деньги, теряю. Вот 2 февраля, не буду говорить сколько, но вот такого вот я как бы не ожидал. Скажу вам откровенно. Ожидал я, может быть, как бы вот здесь вот. Ну, если вот это вот убрать, да, допустим, вы не видите, и открыть вот так вот график, ожидал я все это, ну, вот здесь, ну, может, до середины. Ну, край как бы вот. Ну, чтобы вообще вот это вот все выбили, ну, как бы такого я не ожидал, как бы сейчас я уже немножечко стратегию подредактировал свою с учетом как бы вот такого вот говна, которое может быть. Чтобы одной палкой, да, посмотрите, как вот он может вниз. Вверх я такого не припоминаю, а вот вниз запросто, да, 300, ну не будем там считать копейки, да, 200, ну то есть на 1000 пунктов, да, как вам такое нравится. А где вверх? Ну вот, даже там на Трампе, там несколько дневных свечек, там здесь что-то отскочили, ну как-то более что-то такое вменяемое. Вот вверх какая-то свечка неплохая была, да? Ну, сколько, опять же, здесь 300, 3800. Ну, на 700 пунктов. Да, вот что-то такое бы нам сегодня увидеть, вот было бы прекрасно, да? 700 пунктов, это чего у нас тут? 1900, 2600. Ну, вот сюда бы, да, так вот одной свечой. Ну, там и ликвидации бы было, и фиксануться бы можно было неплохо. Но, к сожалению, вверх давно мы такого не видели, да, если посмотреть. Ну, здесь на Трампе, на ожиданиях выборов там и так далее. Вот эта вся история происходила. А здесь в мае 24-го, я, честно говоря, даже не помню, что там было. В мае 24-го. Ну что, там смарт-альт сезон ждали, да, который вот мы в марте как начали валиться. И все, здесь какой-то там отскок произошел. Не помню на чем уже. Вот, неплохое было движение. Вот я здесь, короче, альтов-то понабрал благополучно. С февраля по март. Так, ладно, отвлеклись мы немного с вами. Что смотрим? Смотрим в книгу, видим фигу. Вот у нас локальное сопротивление. Если мы вверх пойдем, вот сюда, там дальше будет видно. По биткоину. Ну, вот по биткоину-то почти пришли. Как бы, ну, здесь хоть какая-то логика присутствует, а этот эфир явно слабее намного. Зачем я его смотрю, как бы непонятно. Ну, раньше-то я его смотрел как второй актив по капитализации, как бы, и как я на тот момент думал, что как бы там много крупных игроков, и все равно он там пакости сильно большие делать не будет. Ну, я оказался немного неправ. Эфир пакости делает до сих пор. Так, ладно. Что здесь у нас? Где у нас отмена? Отмена. Так, часовик, давайте вот все. Ну вот. Уходим ниже, и все, как бы наши эти плакали лонги. Если отсюда откуда-то отталкиваемся и идем выше, ну еще худо-бедно. Ну, вот здесь вот зона как бы перемены настроений, скажем так. А по эфиру что? По эфиру, ну, кстати, благополучно, если так-то посмотреть. Вчера
оттестили мы это все. Да, вот отсюда у нас пошло вверх по биткоину. Мы до тут не дошли. Ну и вот сегодня тоже. Отсюда что-то какие-то отскоки идут. Но не забываем с тобой без убыток. Ладно, что-то я тут разговорился. Все, всем пока. Смотрим на сегодняшний вечер. И напишите в комментариях, звук получше стал или нет. Это непонятно. У меня-то как бы, когда я свое смотрю, у меня нормальный звук. Ну, то есть я делаю погромче, как бы, и все вроде как слышно. На ТВ и на других каких-то устройствах, не знаю. Все, всем пока.